Друзья, приветствую вас на своем канале Хельга Вайт «Живем в Словении». Сегодня я хочу поговорить с вами о поиске и аренде жилья в Словении. Для начала хочу напомнить вам, что Словения – это маленькая страна. В ней проживает всего лишь 2 миллиона жителей. И в такой маленькой стране, как Словения, выбор жилья невысок. А сейчас, к сожалению, в связи с войной в Украине в Словению приехало очень много беженцев. И спрос на жилье, естественно, увеличился, и цены, к сожалению, тоже выросли. Однокомнатная квартира в Любляне сейчас стоит от 500 евро в месяц аренда. Если вам повезет и вы найдете дешевле, то это, скорее всего, будет либо комната, либо маленькая гарсоньера. Гарсоньера в переводе на русский язык – это студия. Студию сдают обычно либо одному, либо максимум двум. Плюс Словении в том, что здесь абсолютно везде можно жить достойно. Не обязательно искать жилье в столице, в Любляне. Можно искать жилье в пригороде, в других регионах, в других городах, деревнях, без разницы. Где вы найдете по лучшей цене для вас, там и снимайте. Везде хорошо развита инфраструктура, везде одинаково хорошо работают поликлиники, больницы, детские сады, школы, хорошие дороги в Словении. Если у вас есть машина, то абсолютно нет никакой проблемы из одного города доехать в другой город. Общественный транспорт здесь ходит четко по расписанию. Даже если вы снимете жилье где-то в деревне, например, которая удалена от ближайшего города, то там будет обязательно остановка общественного транспорта, и можно будет доехать на автобусе в ближайший городок. Но из-за высокого спроса на жилье разница в стоимости между столицей и регионами тоже сократилась. В регионах тоже очень выросла цена на квартиры. Квартиры обычно ищут на двух сайтах. Один сайт – это непримечнины.нет, а второй сайт bolha.com. На что нужно в первую очередь обращать внимание при поиске жилья? В первую очередь нужно обратить внимание, на какой срок сдают квартиру. Чтобы не получилось так, что квартиру, например, сдают только на сезон, и потом вам придется искать снова жилье. Второй момент, который вам нужно знать. Помимо арендной платы в Словении принято оплачивать залог. Минимально залог за 1 месяц. Но сейчас все чаще и чаще хозяева хотят взять помимо арендной платы еще и залог за 2 месяца. По договору залог при вашем отъезде вам должны вернуть. Но будьте морально готовы к тому, что хозяева могут найти причину для того, чтобы этот залог не вернуть. То есть ваша квартира должна быть абсолютно в идеальном состоянии и даже лучше, чем когда вы ее только сняли. Я много раз слышала истории от русскоязычных мигрантов, что залоги не возвращают. И потом в дальнейшем мы сами на своем опыте убедились, что да, залог хозяева предпочитают не вернуть.
Но так как мы, например, свою квартиру снимали 3,5 года, а залог у нас был всего лишь за 1 месяц, то мы с легкостью, так сказать, с ним простились. Еще нужно обратить внимание, квартиру сдают хозяева напрямую или они сдают квартиру через агентство. Если квартира сдается через агентство, то вам нужно будет сверху оплатить услуги агентства. А это в размере одной арендной платы. То есть это вообще получается очень большая сумма. Представьте, если квартира стоит 500 евро, плюс хозяева захотят еще залог за 2 месяца в размере 2 месяцев, то это еще 1000 евро сверху, и плюс еще агентству 500 евро. То есть в итоге вы должны сразу заплатить за однокомнатную квартиру 2000 евро. Это очень-очень дорого. Поэтому знающие люди стараются найти жилье напрямую, без посредников. При заключении договора вам обязательно нужно спросить хозяев, какие коммунальные услуги в этой именно квартире. Пусть они покажут вам квитанции, которые были там за последние полгода. Зимой коммунальные услуги очень высоки, очень высоки. А сейчас по всей Европе в связи с последними неприятными событиями коммунальные услуги очень сильно выросли. И может получиться так, что вы снимете квартиру за 500 евро, и ваши коммунальные услуги будут стремиться к стоимости арендной платы. То есть могут составить еще 500 евро сверху. Такое в нынешних реалиях очень-очень возможно. Коммунальные услуги по-словенски это строшки. Они зависят от того, как отапливается данная квартира или дом, какое отопление. Центральное, газовое, электричеством отапливается, или дом отапливаться, например, может маслом, масляное такое может быть отопление, но, кстати, очень дорогое. То есть вот это вот нужно учитывать. Либо, например, вы снимаете частный дом, а он может отапливаться дровами. То есть от этого многое зависит, сколько будут в этом жилье, сколько будут составлять коммунальные услуги в этом конкретном жилье. Также у каждого дома в Словении есть свой энергосберегающий класс. Самый лучший класс это А, но таких домов крайне мало. Это, скорее всего, какой-нибудь суперсовременный дом. Обычно встречаешь в объявлениях категорию дома Б, С, Д. То есть от этого тоже зависит, насколько хорошо эта квартира или дом сохраняют тепло, чтобы отопление моментально не выветривалось в форточку у вас. На это тоже обращайте внимание. И читайте очень внимательно договор, чтобы у вас потом не возникало неприятных сюрпризов, что окажется, что вы должны платить, там, например, за ремонт техники или там, за прочистку дымохода, чтобы не было вот каких-то таких неприятных доплат. Поэтому нужно очень-очень внимательно читать договор. Еще обратите внимание, за какой срок вы должны предупредить своих хозяев о том, что вы хотите съехать. Потому что если вы их предупредите
совсем, например, не в тот срок, который указан в договоре, они тоже могут на это обратить внимание и не вернуть вам залог. То есть это может стать причиной того, что залог вам не вернут. То есть вот есть такие нюансы, на которые нужно обязательно обращать внимание. И хочу рассказать вам мою историю, как недавно я помогала искать двум своим новым приятельницам квартиру для аренды. Они приехали из Украины и хотели снять жилье в Словении. И я, уже имея опыт поиска жилья через сайты, имея опыт общения с хозяевами, я решила им помочь. И вот здесь я столкнулась с неприятными моментами. Во-первых, если жилье было в нормальной ценовой категории, а мы рассчитывали на не более 500 евро за квартиру за месяц платить. И вот если мы находили жилье за 500 евро, то оказывалось, что на это жилье уже очень большая очередь. То есть я звонила хозяевам, и хозяева говорили, что у нас уже там 5 желающих, и вы, например, будете шестыми, если те, кто перед вами, вдруг по каким-то причинам это жилье не снимут. Ну, естественно, становилось понятно, что до нас очередь не дойдет. Вторым неприятным моментом оказалось то, что хозяева не хотели сдавать свое жилье людям из Украины. Причины были в том, что они боятся, что украинцы могут в любой момент, во-первых, вернуться домой, война закончится, и они оставят жилье и уедут к себе домой. Второй причиной было то, что они сомневались, что люди платежеспособны, что они смогут долго и в срок оплачивать жилье. И напрямую говорили, что мы предпочитаем сдать свое жилье гражданам. Естественно, иностранцы у нас не в приоритете. Но с этим я уже столкнулась уже давно, и об этом я говорила в своем видео «Минусы жизни в Словении», что жилье нам, иностранцам, остается по остаточному принципу. Также неохотно в Словении сдают жилье людям с маленькими детьми и животными. С маленькими детьми связано это с тем, что очень тяжело потом расторгнуть договор аренды с людьми, у которых маленькие дети, и освободить жилье. А с животными, соответственно, не хотят сдавать, чтобы их недвижимость не была испорчена. То есть они этого опасаются очень. Или, например, чтобы не было шумно, если у людей собака, она будет лаять и мешать соседям. Вот такие нюансы. Сейчас я вам покажу, как искать жилье через сайт непримечнина.нет, на что вам нужно обратить внимание. Вот, пришли мы с вами на страницу сайта по поиску недвижимости непримечнина.нет. Здесь вы в поиске выбираете Словения. В строчке посредования вы должны выбрать «Отдая». Обратите на это внимание, что вам нужно выбрать не «Наем», а «Отдая». Хотя логично, как-то кажется, что нужно выбрать «Наем», но на самом деле «Отдая». И дальше вы выбираете либо «Станование» – это квартира,
или хиша. Хиша – это дом. Сейчас мы выберем станование, и в строчке реги вы выбираете регион. Вот если вы откроете эту строчку, то вы увидите, сколько регионов в Словении. Ну, сейчас мы для примера выберем Любляну. Вы можете потом пощелкать сами, посмотреть, какие есть регионы, какие есть города, и посравнивать цены. И нажимаем «Прикажи результаты», то есть чтобы нам показали результаты. Вот мы нажали, и здесь появляются квартиры, но они идут в хаотичном порядке. То есть первая вышла за 1500 евро в месяц, трехкомнатная квартира, 94 квадратных метра. Это очень дорого, это просто нереально дорого. Дальше следующее предложение вышло 600 евро, однокомнатная квартира, 34 метра. Посмотрите, здесь вы сбоку, с левой стороны, можете отфильтровать, что вы хотите. Хотите комнату найти, хотите найти студию гарсоньера, это студия, найти однокомнатную квартиру и так далее. Дальше ниже вы можете выбрать район Любляны, или если вам все равно, в каком районе жить, то ничего не выбирать. Здесь вы вот дальше ниже в цене вы можете выбрать диапазон цены. Вот. Ну, например, давайте выберем гарсоньеру студию и добавим однокомнатную квартиру, чтобы нам посмотреть, какие цены. И вот посмотрите, нам выпало предложение по Любляне. Пожалуйста, вот однокомнатная квартира 36,9, 500 евро в месяц. Ну, можем вот открыть и посмотреть, что там написано, на что нужно обратить внимание. На примере этой квартиры посмотрим. Значит, здесь написано, что сдается станование, но на самом деле это студия. Видите, через запятую написано, что это гарсоньера. 500 евро в месяц. Ну, написано, что дом построен в 2002 году, что сдается с мебелью. И написано, где сдается, где конкретно, в каком районе сдается. Написано, указано, что есть еще парковочное место. Это, кстати, очень хорошо, потому что бывает так, что нет парковочных мест. Написано, что в доме есть лифт двигало. И стоит 500 евро. И вот обратите внимание на класс дома, на энергетический класс. Класс у этого дома D. Ну вот как обычно, так обычно вот чаще всего встречается класс D, C, D. Вот, и здесь указано, сколько киловатт. Я в этом, кстати, не разбираюсь. Знаю, что это не очень высокий класс энергосбережения, но это очень часто, как правило, высший класс сложно найти. И смотрите, вот обратите внимание, здесь написано, что сдам квартиру одному или паре. Ну, как я вам и говорила, что студии обычно сдают либо одному человеку, либо паре. И написано, что с животными нельзя. Курить в квартире тоже нельзя. И написано, здесь указано, чем эта квартира отапливается, что отопление газовое. И указывают, что рядом вся инфраструктура. Вот здесь указано, что на долгий срок, долгорочен наем,
Не вижу, здесь не указано. Вот написано. Написано, что еще залог нужно оплатить в размере одной арендной платы. И еще нужно будет оплатить услуги агентства. То есть это жилье, это маленькая студия, не будет такой дешевой, как, возможно, нам бы хотелось. То есть человек в итоге заплатит 1500 евро сразу. И вот посмотрите, какие есть еще предложения. 550 евро, 550, 580. Вот единственное недорогое предложение, 350 евро в месяц, тоже за маленькую-маленькую студию. И нужно тоже открывать и читать обязательно, какие там условия. На этом, пожалуй, друзья, я закончу свою беседу с вами. Если это видео было для вас полезным, то не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайк. До новых встреч!